Всем привет! В городе Тель-Авив завершился 64-й ежегодный международный музыкальный конкурс Евровидение. Победу в нем одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Зрителей покорило мастерское исполнение Лоуренсом песни «Arcade», написанной им лично. Лоуренс является открытым бисексуалом. Информацией об этом артист поделился с миром на своей странице в Facebook. Однако, учитывая особенности фестиваля, сексуальная ориентация нидерландца не вызывает никакого удивления. Евровидение фактически уже давно является вокальным конкурсом сексуальных меньшинств. В последние годы победа на Евровидении представителей ЛГБТ-сообщества стала скорее правилом, чем исключением. Так, победителем Евровидения 2007 стала открытая лесбиянка, певица Мария Шерифович из Сербии. А в 2008 году в конкурсе одержала победу израильтянка Дана Интернешнл, являющаяся трансгендером, то есть человеком, сменившим пол. Однако самым известным на сегодняшний день участником этого международного фестиваля является австриец или австрийка Кончита Вюрст, победитель Евровидения 2014. С одной стороны, признание таланта женщины с бородой на популярном европейском конкурсе привлекло общественное внимание к проблемам сексуальных меньшинств в некоторых странах Европы. С другой стороны, споры вокруг неоднозначного образа и личности Кончиты Вюрст не утихают до сих пор. Трансляция Евровидения 2019 в России фактически сразу началась со скандала. Выступление Даны Интернешнл, участвовавшей в шоу в качестве приглашенного гостя, тронуло зал до глубины души. В связи с этим многие мужчины, присутствующие в зале, стали обниматься и целоваться. Телеканал «Россия-1», на котором в нашей стране ведется вещание конкурса, неравнодушные зрители забросали жалобами о том, что следовало не допускать эти кадры в эфир. Поскольку представители телеканала не дают официальных разъяснений случившемуся, то неясно, почему видео с поцелуями не было своевременно замазано. Действительно, если бы редакторы телеканала «Россия-1» действовали более оперативно, то они могли бы предотвратить в нашей стране не один скандал, связанный с сексуальной подоплекой этого конкурса. Популярность сексуальных меньшинств на фестивале Евровидения связана с тем, что он является неофициальным символом ЛГБТ-сообщества. Причем толерантное европейское общество смотрит на этот факт совершенно спокойно. Ведь скандал из-за поцелуев между мужиками возник лишь на российском телевидении. Как правило, песни из Евровидения не становятся мировыми хитами, а вот скандалы, связанные с участниками и победителями конкурса, наоборот, надолго запоминаются людям. На этом фоне понятно, почему некоторые участники шоу уделяют больше внимания своему образу, чем песне. Благодаря этому Евровидение стало не столько фабрикой хитов, сколько неординарным зрелищем. Народ для разврата собрался. Кроме того, связь между Евровидением и сексуальными меньшинствами – это определенный пиар проекта. Благодаря скандалам из-за нетрадиционных образов вокалистов зрительская аудитория шоу постоянно растет. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы связь между Евровидением и ЛГБТ-сообществом будет лишь усиливаться. По правилам отбора, каждая страна-участник самостоятельно определяет порядок выбора представителя на Евровидении. В одних странах судьбу кандидатов устанавливают путем зрительского голосования, в других – решением экспертного жюри. В России, в частности, используется последний вариант. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Сужденья черпают из забытых газет, времен Очаковских и покорения Крыма. Всегда готовая к журбе, поют все песнь одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже.
Способ отбора конкурсантов Евровидения, используемый в России, удобен тем, что он исключает выбор случайного кандидата. Этот путь позволяет ответственным лицам страны уже на первоначальном этапе разработать стратегию выступления конкурсанта, учитывающую все особенности международного музыкального проекта. В результате страну представляет надежный, но не обязательно лучший кандидат. Это наш счастливый случай, наш московский кандидат. Остальные ерунда. Понятно, почему экспертное жюри выбрало именно Сергея Лазарева представлять интересы нашей страны на Евровидении 2019. Во-первых, он уже был проверен, так как в 2016 году уже участвовал в этом конкурсе. Во-вторых, о его образе в мире уже сложилось соответствующее мнение, вписывающееся в формат шоу. Это лучший пиар-технолог из Москвы. Камиля Ринатовича Ларина, то присылайте смс с цифрой 1. Если Ну что? ваши симпатии на стороне Виктора Ивановича Балашова, Пидор-технолог из Москвы. цифрой 2. Лучший. Ну что ж, Безусловно, одного лишь эпатажа для победы в Евровидении недостаточно, поскольку это все же музыкальный конкурс. Из-за отсутствия вокальных данных россиянка Юлия Самойлова, являющаяся человеком с ограниченными возможностями, в прошлом году не смогла даже пройти в финал шоу. Поэтому, как показывает практика, давить исключительно на жалость европейского зрителя абсолютно бессмысленно. Memory I knew, the things I've been through, everything I do, he's got me living by the minute, another minute, another minute. Как уже было отмечено, в некоторых странах отбор представителей на Евровидение происходит путем зрительского голосования. Россия – большая страна, в которой много талантов. И мне кажется несправедливым, что ее интересы постоянно представляют одни и те же люди. Учитывая, что Сергей Лазарев вновь занял на шоу 3-е место, нашей стране не помешало бы откорректировать стратегию национального отбора участников Евровидения. Конкретно что предлагаешь? Демократические выборы. У нас все выборы демократические. Не, ну я имею в виду в прямом смысле. Это кто больше голосов набрал, тот и выиграл. Ну да. Неожиданно. Смело. Даже дерзко. Ну, интересно. С другой стороны, изменение порядка отбора участников Евровидения в России с экспертного жюри на зрительское голосование, возможно, не улучшит результат. Победитель 6-го сезона проекта «Голос дети» Микела Абрамова, дочь Алсу, лишена своего титула из-за выявления накрутки голосов в ее пользу. Нужное количество голосов всегда можно купить. В итоге зрительский отбор будет лишь формальностью. Здесь все для комфортного проживания. Спа-салон, бассейн, тренажерный зал, лаунж-рум для соседских общений, комната ожидания для водителей. Мама, я, кажется, влюбился. Да, милая девочка. Мам, какая еще девочка? Я про дом говорю. Можно ли купить квартиру на 1-м? К сожалению, на 1-м все уже продано. Есть на 2-м. Эх, опять. Несмотря на пропаганду участниками Евровидения нетрадиционных семейных ценностей, для России нежелательно бойкотировать данное мероприятие. Конкурс полностью политизирован и имеет большое значение для поддержания международных отношений. Нередко с его помощью государства пытаются решить свои внутренние политические вопросы. В частности, в 2017 году в связи с присоединением Крыма к России, Украина на правах организатора Евровидения запретила въезд на свою территорию участнику конкурса от Российской Федерации. Друзья, а как вы думаете, стоит ли придавать внимание сексуальной подоплеке Евровидения или нужно просто наслаждаться этим музыкальным шоу, не вдаваясь в подробности половой ориентации его участников? Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Кроме того, вы можете поддержать канал материально, став его спонсором. Каждый спонсор получит бонусы, а также уникальные значки и эмоджи. Спасибо за внимание. Пока.